Глава 3. День Тоналя. Когда мы выходили из ресторана, я сказал Дону Хуану, что он был прав, предупреждая меня о трудности темы. Всей моей хваленной интеллектуальности явно не хватало для восприятия объяснений его концепции. Я спросил, не лучше ли мне сейчас пойти в гостиницу, прочитать свои записи и еще раз все обдумать. Он ответил, что не стоит придавать такое большое значение словам. В это мгновение я с замиранием сердца почувствовал в себе присутствие чего-то неизведанного. Я сказал ему об этом. Он посмотрел на меня с нескрываемым любопытством. Я объяснил, что подобное со мной бывало и раньше. Какие-то странные провалы, перерывы в потоке сознания. Обычно они начинались с ощущения толчка в теле, после чего я чувствовал себя как бы парящим. Мы не спеша пошли к центру города. Дон Хуан попросил подробнее рассказать об этих провалах, но мне было крайне трудно подобрать слова. Я начал было описывать их в терминах забывчивость, рассеянность, невнимательность, но он напомнил мне, что в действительности я человек очень обязательный и осторожный, с отличной памятью. Сначала я связывал эти странные провалы с остановкой внутреннего диалога, но затем вспомнил, что они случались со мной и тогда, когда я вовсю разговаривал сам с собой. Казалось, они исходили из области, независимой от всего того, что я знаю. Дон Хуан похлопал меня по спине, удовлетворенно улыбаясь. «Наконец-то ты начинаешь устанавливать реальные связи», — сказал он. Я попросил его объяснить это загадочное явление, но он резко оборвал разговор и сделал знак следовать за ним. Мы пришли в небольшой парк перед собором. «Мы здесь и остановимся», — сказал он, садясь на скамейку. «Это идеальное место для наблюдения за людьми. Отсюда мы сможем видеть как прохожих на улице, так и прихожан, идущих в церковь». Он указал на широкую людную улицу и на усыпанную гравием дорожку, ведущую к церкви. Наша скамья находилась как раз посередине между церковью и улицей. «Это моя любимая скамейка», — сказал он, поглаживая ее. Он подмигнул мне и добавил с улыбкой: «Она любит меня, вот почему на ней никто не сидит». Она знала, что я приду. Скамейка знала? Нет, не скамейка. Мой нагваль. Разве нагваль имеет сознание? Он осознает предметы? Конечно, он осознает все. Вот почему меня интересует твой отчет. То, что ты называешь провалами и ощущениями, это нагваль. Чтобы говорить об этом, мы должны заимствовать понятие с острова Тональ. Поэтому лучше ничего не объяснять, а просто перечислять его проявления. Мне хотелось поговорить об этих странных ощущениях, но он велел мне замолчать. «Хватит. Сегодня не день нагваля. Сегодня день Тоналя. Я надел костюм, потому что сегодня я целиком Тональ». Он посмотрел на меня. Я хотел сказать ему, что эта тема, похоже, оказалась для меня труднее всего, что он когда-либо объяснял. Он, казалось, предвидел мои слова. «Это трудно», — продолжал он. «Я знаю это. Но поскольку эта тема является твоим последним барьером и заключительным этапом моего учения, можно без преувеличения сказать, что она охватывает все, о чем я говорил тебе с первого дня нашей встречи». Мы долго молчали. Я чувствовал, что мне нужно подождать, пока он не закончит своего объяснения, но ощутил внезапный приступ тревоги и поспешно спросил: «Нагваль и Тональ внутри нас?» Он пристально посмотрел на меня. «Очень трудный вопрос», — сказал он. «Сам ты сказал бы, что они внутри нас. Я бы сказал, что это не так, но мы оба были бы неправы. Тональ твоего времени призывает тебя утверждать, что все, имеющее отношение к твоим мыслям и чувствам, находится внутри тебя. Тональ магов говорит противоположное. Все снаружи. Кто прав? Никто. Внутри ли, снаружи, это совершенно не имеет значения». Я не отступал. Я сказал, что когда он говорит о Тонале и нагвале, то это звучит так, словно существует еще и третья часть. Он сказал, что Тональ заставляет нас совершать поступки. Я поинтересовался, кого это нас. Он уклонился от прямого ответа. «Все это не так просто объяснить», — сказал он. «Какой бы умной ни была защита Тоналя, нагваль всегда прорывается на поверхность.
Однако его проявления всегда ненамеренны. Величайшее искусство тоналя – это подавление любых проявлений нагваля, таким образом, что даже если его присутствие будет самой очевидной вещью в мире, оно останется незамеченным. Незамеченным для кого? Он усмехнулся, покачав головой. Я настаивал на ответе. «Для тоналя», — ответил он. «Речь идет исключительно о нем. Я могу ходить кругами, но пусть это тебя не удивляет и не раздражает. Ведь я предупреждал, понять то, о чем я говорю, очень трудно. Мне приходится погружаться вместе с тобой во все это пустозвонство, потому что мой тональ осознает, что это разговор о нем самом. Другими словами, мой тональ использует себя самого, чтобы понять ту информацию, которую я хочу сделать ясной для твоего тоналя. Скажем так, когда тональ обнаруживает, насколько приятно говорить о себе, он создает термины «я», «меня» и им подобные, чтобы говорить о себе не только с самим собой, но и с другими тоналями. Далее, когда я говорю, что тональ заставляет нас делать что-либо, я не имею в виду, что есть какая-то третья часть. Очевидно, он заставляет самого себя следовать своим суждениям. При определенных обстоятельствах тональ начинает осознавать, что кроме него есть еще нечто. Это что-то вроде голоса, который приходит из глубин голоса нагваля. Видишь ли, целостность является нашим естественным состоянием, и тональ не может полностью отбросить этот факт. Поэтому бывают моменты, особенно в жизни воинов, когда целостность становится явной. Именно в эти моменты мы получаем возможность осознавать, чем мы являемся в действительности. Меня заинтересовали толчки, о которых ты говорил, потому что именно так нагваль и выходит на поверхность. В эти моменты тональ начинает осознавать целостность самого себя. Такое осознание – это всегда потрясение, потому что оно разрывает пелену нашей умиротворенности. Я называю его целостностью существа, которое умрет. Суть в том, что в момент смерти другой член истинной пары, нагваль, становится полностью действенным. Все осознание, воспоминания, восприятие, накопившиеся в наших икрах и бедрах, в нашей спине, плечах и шее, начинают расширяться и распадаться. Как бусинки бесконечного разорванного ожерелья, они раскатываются без связующей нити жизни. Он посмотрел на меня. Его глаза были мирными. Я чувствовал себя глупо и неловко. «Целостность самого себя – очень тягучее дело», – сказал он. «Нам нужна лишь малая часть ее для выполнения сложнейших жизненных задач. Но когда мы умираем целостными». Маг задается вопросом: если мы умираем с целостностью самих себя, то почему бы тогда не жить с ней? Он сделал мне знак головой, чтобы я следил за вереницей проходивших мимо людей. «Все они тональ», — сказал он. «Я буду указывать тебе на некоторых из них, чтобы твой тональ, оценивая этих людей, смог оценить самого себя». Он обратил мое внимание на двух пожилых дам, только что вышедших из церкви. С минуту они постояли наверху гранитной лестницы, а затем начали осторожно спускаться, отдыхая на каждой ступеньке. «Внимательно следи за этими женщинами», — сказал он. «Но рассматривай их не как людей, а как тонали». Женщины, держась друг за друга, дошли наконец до конца лестницы и опасливо пошли по гравийной дорожке, как по льду, на котором они в любой момент могли поскользнуться. «Смотри на них», — тихо сказал Дон Хуан. «Трудно найти тональ более жалкий». Обе женщины были тонкокосными, но очень толстыми. Им было, пожалуй, за 50. Вид у них был такой измученный, словно спускаться по ступенькам церкви было выше их сил. Поравнявшись с нами, они в нерешительности остановились. На дорожке была еще одна ступенька. «Смотрите под ноги, дамы!» — драматически воскликнул Дон Хуан, поднимаясь с места. Они взглянули на него, явно смущенные этим выпадом. «Моя мать однажды сломала здесь правое бедро», — сказал он и галантно подскочил к ним, помогая преодолеть ступеньку. Они многословно поблагодарили его, а он участливо посоветовал им в случае падения лежать неподвижно,
пока не приедет скорая помощь. Женщины перекрестились. Дон Хуан вернулся и сел. Его глаза сияли. Он тихо заговорил. Эти женщины не настолько стары и слабы, однако ж они инвалиды. Все в них пропитано опасением. Одежда, запах, отношение к жизни. Как ты думаешь, почему? Может, они такими родились? Нет, такими не рождаются. Такими становятся. Тональ этих женщин слаб и боязлив. Я сказал, что сегодня день Тоналя, потому что сегодня я хочу иметь дело только с ним. При помощи своего костюма я хотел показать, что воин обращается со своим Тоналем особым образом. Как видишь, костюм сшит по последней моде, прекрасно на мне сидит, и я выгляжу в нем очень естественно. Но тщеславие здесь ни при чем. Я надел его только за тем, чтобы показать тебе свой дух воина, свой Тональ воина. Сегодня эти женщины дали тебе первый урок Тоналя. Если ты будешь небрежен со своим Тоналем, жизнь обойдется с тобой так же безжалостно. Но я противопоставлю себя. Думаю, ты уже все понял, и можно не продолжать. Неожиданно я почувствовал, что теряю почву под ногами, и с отчаянием попросил его объяснить, что же я должен понять. Дон Хуан громко рассмеялся. «Взгляни-ка лучше на этого парня в зеленых штанах и розовой рубашке», прошептал он, указывая на тощего молодого человека с острыми чертами лица, стоявшего почти перед нами. Казалось, он не знал, куда пойти, к церкви или к улице. Дважды он поднимал руку в направлении церкви, как будто уговаривая себя пойти туда. Затем он уставился на меня отсутствующим взглядом. «Посмотри, как он одет. Посмотри на его ботинки», — шепотом сказал Дон Хуан. Одежда молодого человека была мятой и грязной, а его ботинки пора было выбросить на помойку. «Вероятно, он очень беден», — сказал я. «И это все, что ты можешь сказать о нем?» — спросил он. Я перечислил возможные причины бедственного положения молодого человека: плохое здоровье, невезение, безразличие к своей внешности, и, в конце концов, предположил, что он только что вышел из тюрьмы. Дон Хуан сказал, что я просто строю догадки, и его не интересуют мои попытки оправдывать других на том основании, что они жертвы неблагоприятных обстоятельств. «А может быть, он секретный агент, который должен выглядеть оборванцем», — сказал я, шутя. Молодой человек нетвердой походкой пошел в направлении улицы. «Он и есть самый настоящий оборванец», — сказал Дон Хуан. «Посмотри на его слабое тело, тонкие руки и ноги. Он же еле ходит. Невозможно притворяться до такой степени. С ним явно что-то неладно, но дело тут не в обстоятельствах. Еще раз повторяю, что сегодня ты должен смотреть на людей, как на Тонале». Что значит видеть человека как Тональ? Это значит перестать судить его в моральном плане и оправдывать на том лишь основании, что он похож на лист, отданный на волю ветра. Другими словами, это означает видеть человека, не думая о его безнадежности и беспомощности. Ты абсолютно точно знаешь, что я имею в виду. Ты можешь оценить этого человека, не обвиняя его и не оправдывая. «Он слишком много пьет», — вдруг сказал я. Эти слова вырвались у меня непроизвольно. На мгновение мне даже показалось, что их произнес кто-то другой. Мне захотелось объяснить, что это заявление было очередной моей спекуляцией. «Это не так», — сказал Дон Хуан. «На этот раз в твоем голосе была уверенность. Ты ведь не сказал, может быть, он пьяница». Я почувствовал необъяснимое раздражение. Дон Хуан рассмеялся. «Ты видел этого человека», — сказал он. «В таком случае заявления делаются без обдумывания и с большой уверенностью. Это было видение. Внезапно ты понял, что Тональ этого парня никуда не годится, не зная сам, как это у тебя получилось». Я признался, что именно это и почувствовал. «Ты прав», — сказал Дон Хуан. «Его молодость не имеет никакого значения. Он калека, как и те две женщины. Молодость никоим образом не является барьером против разрушения Тоналя. Пытаясь объяснить состояние этого человека, ты придумывал множество причин. Я считаю, что причина только одна — его Тональ. И его Тональ слаб вовсе не потому, что он пьет. Как раз наоборот. Он пьет из-за слабости своего Тоналя. Именно эта слабость делает его таким, каков он есть. Но что-то подобное в той или иной форме происходит
со всеми нами. Но разве, характеризуя его тоннель, ты не судишь о его поведении? Я даю тебе объяснение, с которым ты раньше никогда не встречался. Однако это не оправдание и не осуждение. Тоннель этого молодого человека слаб и боязлив. Но он не одинок в этом. Все мы более или менее в той же лодке. В этот момент мимо нас прошел в направлении церкви какой-то грузный мужчина в дорогом темно-сером костюме. Пиджак он нес в руке, воротник рубашки у него был расстегнут, галстук расслаблен. Он обливался потом. Он был очень бледен, и это делало пот еще более заметным. «Следи за ним», — приказал мне Дон Хуан. Человек шел короткими тяжелыми шагами, раскачиваясь при ходьбе. Он не стал подниматься к церкви, обошел ее и исчез за углом. «Нет никакой необходимости обращаться с телом таким ужасным образом», — сказал Дон Хуан с ноткой укора. «Но, как ни печально, все мы в совершенстве умеем делать наш тоннель слабым. Я называю это индульгированием». Положив руку на блокнот, он сказал, чтобы я перестал писать, так как это нарушает мою концентрацию. Он предложил расслабиться, остановить внутренний диалог и сливаться с людьми, за которыми я буду наблюдать. Я спросил, что он имеет в виду под слиянием. Он ответил, что объяснить это невозможно. Это нечто такое, что тело ощущает или делает при визуальном контакте с другими телами. Затем он добавил, что в прошлый раз он называл этот процесс видением, и что он состоял в установлении истинной внутренней тишины, за которой следует внешнее удлинение чего-то изнутри нас. Удлинение, которое встречается и сливается с другим телом или с чем-либо еще в поле нашего осознания. Очень хотелось записать все это, но он остановил меня и начал выбирать отдельных людей из проходящей мимо толпы. Он обратил мое внимание на десятки людей, составивших широкий диапазон типов мужчин, женщин и детей различного возраста. Дон Хуан выбирал лиц, чей слабый тоннель, по его словам, может подойти к некоторой классификационной схеме, и таким способом он познакомил меня с большим разнообразием форм индульгирования. Невозможно было запомнить всех людей, на которых он мне указывал и которых мы обсуждали. Я пожаловался на то, что если бы я делал записи, то, по крайней мере, смог бы набросать заметки к его схеме индульгирования. Однако он не захотел повторять, а может быть и сам всего не запомнил. Он засмеялся и сказал, что не помнит ее, потому что в жизни мага за творчество отвечает Нагваль. Он взглянул на небо и сказал, что уже поздно, и что с этого момента мы должны изменить направление. Вместо слабых тоннелей мы станем ждать появления правильного тоннеля. Он добавил, что только воин может иметь правильный тоннель, и что у обычного человека может быть в лучшем случае хороший тоннель. После нескольких минут ожидания он хлопнул себя поляшком и засмеялся. «Ты посмотри, кто идет», — сказал он, указывая на улицу движением подбородка. Они как будто встали в очередь. К нам приближались трое индейцев. Все они были в коротких шерстяных пончо, белых штанах, доходящих до середины икр, белых рубашках с длинными рукавами, грязных изношенных сандалиях и старых соломенных шляпах. У каждого был заплечный мешок. Дон Хуан поднялся и пошел к ним навстречу. Он окликнул их. Индейцы были удивлены и с улыбками окружили его. Видимо, он рассказывал им что-то обо мне. Все трое повернулись в мою сторону и улыбнулись. Они были в 3-4 метрах. Я слушал внимательно, но не мог понять, о чем они говорили. Дон Хуан достал из кармана несколько ассигнаций и отдал им. Индейцы казались очень довольными. Они смущенно переминались с ноги на ногу. Мне они очень понравились. Они напоминали детей. У всех были белые мелкие зубы и очень приятные мягкие черты лица. Старший носил усы. Его глаза были усталыми и очень добрыми. Он снял шляпу и подошел ближе к скамейке. Остальные последовали за ним. Все трое в один голос приветствовали меня. Мы пожали друг другу руки. Дон Хуан сказал мне, чтобы я дал им денег. Они поблагодарили меня и после вежливого молчания попрощались. Дон Хуан сел на скамейку, и мы проводили их взглядом,
пока они не исчезли в толпе. Я сказал Дону Хуану, что почему-то они мне очень понравились. «Ничего удивительного», — сказал он. «Ты должен был почувствовать, что их тональ очень хороший». «Это правильно, но не для нашего времени. Наверное, ты заметил, что они похожи на детей. Они и есть дети. И это очень грустно. Я понимаю их лучше тебя, поэтому не мог не почувствовать привкус печали. Индейцы как собаки, у них ничего нет. Но такова их судьба, и я не должен был чувствовать печаль. Моя печаль — это мой собственный способ индульгировать». «Откуда они, Дон Хуан?» «С гор. Сюда они пришли в поисках счастья. Они братья и хотят стать торговцами. Я сказал им, что тоже пришел с гор и что сам торговец. Тебя представил как своего компаньона. Деньги, которые мы дали им, были амулетом. Воин должен давать подобные амулеты всегда. Им, без сомнения, нужны деньги, но необходимость не должна быть существенным соображением в случае с амулетом. Обращать внимание следует на чувства. Лично меня тронули эти трое. Индейцы в наше время — это те, кто теряет. Их падение началось с испанцами, и теперь под владычеством их потомков индейцы потеряли все. Не будет преувеличением сказать, что индейцы потеряли свой тональ. Это метафора, Дон Хуан? Нет, это факт. Тональ очень уязвим. Он не выдерживает плохого обращения. С того дня, как белые ступили на эту землю, они постоянно разрушали не только индейский тональ времени, но и личный тональ каждого индейца. Легко можно представить, что для бедного среднего индейца владычество белого человека было настоящим адом. И однако же ирония в том, что для других индейцев оно было чистым благом. О ком ты говоришь? Что это за другие индейцы? Маги. Для магов конкиста была вызовом жизни. Они единственные, кто не был уничтожен ею, не примирился с ней, а использовал ее с полной выгодой для себя. Как это было возможно, Дон Хуан? Мне казалось, что испанцы не оставили камня на камне. Скажем так, они перевернули все камни, которые находились в границах их собственного тоналя. Но в жизни индейцев были вещи, недоступные восприятию белого человека. И он их просто не заметил. Может быть, магам просто повезло, а может быть, их спасло знание. После того, как тональ времени и личный тональ каждого индейца были разрушены, маги обнаружили, что удерживаются за единственную вещь, оставшуюся незатронутой — нагваль. Другими словами, их тональ нашел убежище в их нагвале. Этого не могло бы произойти, если бы не мучительное положение побежденных людей. Люди знания сегодняшнего дня — это продукт таких условий. И единственные знатоки нагваля, потому что они оставались там совершенно одни. Туда белый человек никогда не заглядывал. Фактически он даже не подозревал о его существовании. Здесь я вмешался, искренне утверждая, что европейская мысль знакома с тем, что он называет нагвалем, и привел концепцию трансцендентного эго, или ненаблюдаемого наблюдателя, незримо присутствующего во всех наших мыслях, восприятиях и ощущениях. Я объяснил Дону Хуану, что именно через это эго индивидуум и воспринимает себя самого, потому что это единственное в нас, не подверженное изменениям, способное раскрыть реальность в сфере нашего осознания. На Дона Хуана это не произвело впечатления. Он засмеялся. «Раскрытие реальности, — сказал он, подражая мне, — это тональ». Я настаивал, что тоналем может быть названо эмпирическое эго, существующее лишь в приходящем потоке сознания или опыта человека, тогда как трансцендентное эго пребывает вне этого потока. «Наблюдая, я полагаю, — сказал он насмешливо. «Правильно, наблюдая самого себя, — сказал я. «Я слышу твои слова, — сказал он, — но ты не говоришь ничего. Нагваль — это не опыт, не интуиция и не сознание. Эти термины и все остальное, что бы ты ни сказал, являются только предметами острого тоналя. С другой стороны, нагваль — это только эффект. Тональ начинается с рождением и кончается со смертью, но нагваль не кончается никогда. Нагваль беспределен. Я сказал, что нагваль — это нечто, где обитает сила,
но это только способ упомянуть о нем. Из-за его проявлений Нагваль лучше всего понимать в терминах силы. Сегодня утром, например, когда ты почувствовал себя онемевшим и потерял дар речи, я в сущности успокаивал тебя при помощи своего Нагваля. Как это, Дон Хуан? Ты не поверишь, но узнать это невозможно. Я знаю только, что хотел целиком захватить твое внимание. Затем мой Нагваль приступил к работе над тобой. Я видел его проявление, но я не знаю, как он работает. Он замолчал. Я хотел продолжить разговор и попытался задать вопрос, но он остановил меня. «Можно сказать, что Нагваль ответственен за творчество», — сказал он наконец и пристально посмотрел на меня. «Нагваль — единственное в нас, что способно творить». Дон Хуан спокойно смотрел на меня. Эта тема чрезвычайно заинтересовала меня, и я попросил раскрыть ее подробнее. Он сказал, что тональ — это лишь свидетель и регистратор. Я спросил, как он объясняет тот факт, что мы конструируем великолепные здания и сложнейшие механизмы. «Это не творчество», — сказал он, — «это только формовка. Объединившись с другими тоналями, мы можем сформировать что угодно. Великолепные здания, как ты сказал». «Но тогда что же такое творчество, Дон Хуан?» Он искоса посмотрел на меня, усмехнулся, поднял правую руку над головой и резко двинул кистью, как бы поворачивая дверную ручку. «Творчество, вот», — сказал он и поднес ладонь к моим глазам. Мучительно долго я не мог сфокусировать взгляд на его руке. Как уже было однажды, невидимая оболочка сковала все мое тело так, что, не разорвав ее, я не мог перевести глаза на его ладонь. Я боролся, пока капли пота не попали в глаза. Наконец я услышал или ощутил хлопок, и голова дернулась, освободившись. На его правой ладони находился любопытнейший грызун, похожий на белку. Однако хвост у него был как у дикобраза, покрытый жесткими иглами. «Потрогай его», — сказал Дон Хуан тихо. Я машинально повиновался и погладил пальцем по мягкой спинке. Дон Хуан поднес руку поближе, и тогда я заметил нечто, из-за чего у меня начались нервные спазмы. У белки были очки и очень большие зубы. «Он похож на японца», — сказал я и истерически засмеялся. Грызун стал расти на руке Дона Хуана, и пока мои глаза были еще полны слез от смеха, грызун стал таким большим, что буквально исчез из моего поля зрения. Это произошло так быстро, что я даже не успел перестать смеяться. Когда я протер глаза и снова посмотрел на Дона Хуана, он сидел на скамейке, а я стоял перед ним, хотя и не помнил, как встал. На мгновение моя нервозность стала неконтролируемой. Дон Хуан спокойно поднялся, усадил меня, зажал мой подбородок между бицепсом и локтем левой руки и ударил меня по макушке костяшками правой. Эффект был подобен удару электрическим током, и я тут же успокоился. Я хотел спросить его о многом, но мои слова не могли пробиться через эти вопросы. До меня вдруг дошло, что я потерял контроль над голосовыми связками. Но мне не хотелось бороться с этим, и я просто откинулся на скамейку. Дон Хуан велел мне собраться и перестать индульгировать. У меня слегка закружилась голова. Он приказал мне писать и вручил блокнот и карандаш, подобрав их из-под скамейки. Я сделал усилие, пытаясь выдавить из себя хоть слово, и ясно ощутил, что меня вновь сковывает какая-то прозрачная оболочка. Дон Хуан хохотал, глядя на меня, а я пыхтел и стонал, пока не услышал или ощутил еще один хлопок. Я тут же бросился записывать. Дон Хуан заговорил, как бы диктуя мне. «Один из принципов воина заключается в том, чтобы никому и ничему не давать воздействовать на себя», — сказал он. «И поэтому воин может видеть хоть самого дьявола, но по нему этого никогда не скажешь. Контроль воина должен быть безупречным». Он подождал, пока я не закончу писать, и спросил меня, смеясь: «Ты все уловил?» Я проголодался и предложил пойти в ресторан поужинать. Он сказал, что мы должны оставаться здесь до появления правильного тоналя. Он серьезно добавил, что если даже этого не произойдет сегодня, то мы все равно будем сидеть на этой скамейке до тех пор, пока правильный тональ не вздумает появиться.
«Что такое правильный тональ?» – спросил я. «Тональ, который совершенно правилен, уравновешен и гармоничен. Предполагается, что один такой ты сегодня найдешь, или, вернее, что твоя сила приведет его к нам. Но как я смогу отличить его от других тоналей? Об этом не думай, пока я не покажу его тебе. На что он похож, Дон Хуан? Трудно сказать, это зависит от тебя. Это представление для тебя, поэтому ты сам и поставишь эти условия». «Как? Я не знаю. Твоя сила, твой нагваль сделают это. Грубо говоря, у каждого тоналя есть две стороны. Одна внешняя сторона – бахрома, поверхность острова. Эта часть связана с действием и действованием. Беспорядочная сторона. Другая сторона – это решение и суждение, внутренний тональ. Более мягкий, более нежный, более сложный. Правильный тональ – это такой тональ, где оба уровня находятся в гармонии и равновесии. Дон Хуан замолчал. К тому времени стало довольно темно, и мне трудно было записывать. Он велел мне вытянуться и расслабиться, и сказал, что день сегодня был очень утомительным, но очень полезным, и что он уверен в том, что правильный тональ появится. Десятки людей прошли мимо. Расслабившись минут 10-15, мы сидели молча. Затем Дон Хуан резко поднялся. «Ей-богу, ты это сделал! Посмотри, кто там идет! Девушка!» Кивком головы он указал на молодую девушку, которая пересекала парк и приближалась к нашей скамейке. Дон Хуан сказал, что эта молодая женщина была правильным тоналем, и что если она остановится и заговорит с кем-то из нас, то это будет необычайным знаком, и мы должны будем сделать все, что она захочет. Я не мог рассмотреть черт лица молодой женщины, хотя было еще довольно светло. Она прошла мимо в 2 шагах от нас, но не оглянулась. Дон Хуан велел мне догнать ее и заговорить с ней. Я побежал за ней и спросил о каком-то направлении. Я подошел к ней очень близко. Она была молода, наверное, лет 25, среднего роста, очень привлекательная и хорошо одетая. Ее глаза были ясными и спокойными. Она улыбалась мне. В ней было какое-то очарование. Мне она очень понравилась, так же, как и те 3 индейца. Я вернулся к скамейке и сел. «Она воин?» — спросил я. «Не совсем», — ответил Дон Хуан. «Твоя сила еще не настолько отточена, чтобы привести воина. Но у нее очень хороший тональ. Такой, который может стать правильным тоналем. Воины получаются из такого теста». Его заявление очень заинтересовало меня. Я спросил, могут ли женщины быть воинами. Он посмотрел на меня, явно пораженный моим вопросом. «Конечно, могут», — ответил он. «И они даже лучше мужчин экипированы для пути знания. Мужчины, правда, немного устойчивее, но все же у женщин явно есть небольшое преимущество». Я удивился, что мы никогда не говорили о женщинах в связи с его знанием. «Ты мужчина», — сказал он, — «поэтому я использовал мужской род, когда говорил с тобой, только и всего. Остальное все тоже». Я хотел продолжить расспросы, но он махнул рукой, как бы закрывая эту тему. Он посмотрел наверх. Небо было почти черным, но оставались еще участки, где облака были слегка оранжевыми. «Конец дня. Твое лучшее время», — сказал Дон Хуан. Появление этой молодой женщины на самом краю дня является знаком. Мы разговаривали о тонале, поэтому этот знак относится к твоему тоналю. Что он означает, Дон Хуан? Он означает, что у тебя очень мало времени, чтобы организовать свою жизнь. Все твои планы должны быть жизненно важными, потому что у тебя не будет времени построить другие. Твои идеи должны воплощаться сейчас, иначе они не идеи вообще. Я предлагаю тебе, вернувшись домой, подтянуть свои нити и убедиться в их крепости. Они тебе пригодятся. Что со мной произойдет, Дон Хуан? Однажды ты сделал ставку на силу. Ты прошел через трудности учения, как подобает, без суеты, спешки и медлительности. И сейчас ты на краю дня. Что это значит? Для правильного тоналя все, что есть на острове Тональ, является вызовом. Иными словами, для воина все в мире является вызовом.
И, разумеется, величайшим вызовом из всех является его ставка на силу. Но сила приходит из нагваля. И когда воин оказывается на краю дня, это означает, что нагваль уже близок. Час силы воина приближается. Я все еще не понимаю, Дон Хуан, значит ли это, что я скоро умру? Если ты глуп, то умрешь, отрезал он. Но если говорить более мягко, то ты скоро наложишь в штаны. Однажды ты поставил на силу, и эта ставка необратима. Я не могу сказать, что ты вот-вот выполнишь свое предназначение, потому что нет никакого предназначения. Единственное, что можно сказать, это то, что ты близок к обретению своей силы. Знак был ясным. Эта молодая женщина пришла к тебе на краю дня. У тебя осталось мало времени, и совсем не осталось времени для ерунды. Превосходное состояние. Я бы сказал, что лучшее, на что мы способны, проявляется, когда нас прижимают к стене. Когда мы ощущаем рок, нависший над нами, лично я не хотел бы, чтобы было иначе.